Всем привет! Сегодня у нас расклад «Судьба он тебе или он просто для урока пришел?». И прежде чем начать, приглашаю всех в проживание старших и младших арканов. Там вы сможете проработать все свои затыки, страхи, всю свою жизнь переделать. Но только если вы, как сказать, можете позволить себе этот сделать подарок. Те, кто в жертве сидят, те, кому, как сказать, нравится булькать в болоте, те не нужно. Те сидите дома и ничего не делайте дальше. Итак, ссылки все в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте приступим к нашему раскладу. Единички. Читаем карты парно. Первые две – это сигнификация, что сейчас между вами. Но у вас классическая история про выбор, который уже сделан. Но, кстати, никто в этом не признается. Ты знаешь, что он тебе подходит. Ты чувствуешь с ним связь, которой раньше никогда не было. Вы друг друга с полуслова понимаете. И у вас есть вот это самое притяжение, которое, логикой не объяснить. Но тут, как говорится, засада. Вы оба попали в ловушку вот этих привычек, страхов и прочей ерунды. Он боится серьезных отношений, потому что это означает ответственность, а ты боишься признать, что готова на эту ответственность пойти. И у вас замкнутый круг получается. Вы друг к другу тянетесь, но каждый держится за свою безопасную зону. Он за свою холостяцкую жизнь без обязательств, а ты за свою независимость. И между вами сейчас такая штука, когда вы встречаетесь, время хорошо проводите вместе, чувствуете себя парой, но потом расходитесь по домам и делаете вид, что ничего особенного не происходит. Вы застряли в формате, больше, чем дружба, но меньше, чем отношения. И вы оба знаете, что так дальше продолжаться не может, но никто не хочет первым сделать решающий шаг. И что самое интересное, вы друг другу нужны именно сейчас, в этот момент жизни. Но вместо того, чтобы честно об этом говорить, вы в игрушки играете. То сближаетесь, то отстраняетесь, и у вас такая каруселька. И это выматывает вас обоих, но вы продолжаете, потому что альтернатива, она больше пугает. Так он твоя судьба или просто урок? Он урок. Но не тот урок, который болезненно преподает, да? От которого шрамы на сердце. Он урок про то, как принимать хорошее в свою жизнь, без всякого страха. Ты привыкла к тому, что отношения – это или страдание, или борьба. А с ним ты учишься тому, что бывают отношения, где просто хорошо. И он в твоей жизни появился, чтобы показать тебе другую модель отношений. Ни драма, ни качели эмоций, ни постоянные выяснения каких-то там споров. Просто два человека, которым вместе комфортно. Но ты к такому не привыкла. Ты всю жизнь думала, что любовь – это когда трясет, ручки потеют, когда по ночам не спишь, когда постоянно что-то доказываешь. А с ним таких бурь нету. Есть тепло, есть понимание и поддержка. И твоя душа, она не знает, что с этим делать. Часть тебя скучает по старым драмам, потому что они были привычными. А тут все по-другому. Он не играет в игры, не устраивает сцены и не исчезает там на неделе. А урок в том, чтобы научиться ценить это спокойное счастье. Понять, что отношения могут быть стабильными и при этом интересными. Что можно любить без боли, строить долговечное, без постоянного этого стресса и депрессии.
Он пришел в твою жизнь, чтобы переписать твое представление о том, какие должны быть отношения нормальные. И после этого урока ты уже не сможешь согласиться там на токсичные какие-нибудь отношения. Что вас связывает на глубинном уровне? Ну, знаешь, связывает усталость от одиночества и желание расслабиться рядом с человеком. Ты долго все на себе тащила. Там работу, быт, решение всяких проблем. Ты привыкла быть сильной, справляться со всем самостоятельно и помощи никого не просить. И вот он появился, человек, с которым можно позволить себе быть слабенькой девочкой. Он тоже устал нести весь груз один. У него, знаешь, была длинная полоска ответственности. Работа, споры семейные, обязательства перед людьми. Он, знаешь, он привык всех поддерживать, всем помогать, быть опорой, весь такой помогатор. И с тобой он может быть просто быть собой, не играть вот эту роль сильного мужчины, который все решает. И вы оба интуитивно чувствуете, что нашли человека, который понимает вот эту всю усталость, с которым можно молчать и при этом чувствовать, что тебя понимают, с которым объяснять не нужно, почему иногда хочется просто лежать и, как говорится, смотреть в потолок. На глубинном уровне вас связывает вот потребность в эмоциональной близости, без требований, без всяких. Ты устала быть всегда сильной, он устал всегда решения принимать. И вместе у вас получается такое пространство, где можно быть просто людьми со своими слабостями, потребностями, страхами и так далее. И еще вас связывает одинаковое понимание того, что такое зрелые отношения. Вы оба пережили достаточно, чтобы не играть в эти игры детские. То есть вы знаете цену стабильности и готовы ее беречь. И вот именно поэтому вы вот так вот осторожно друг к другу подходите. Боитесь разрушить то хорошее, что между вами есть. Какой совет? Но, знаешь, хватит сидеть в этих раздумьях и начинай строить то, что ты хочешь получить. Потому что, ну, ты слишком много времени тратишь на анализ ваших отношений, на вот эти все расковырки, вместо того, чтобы эти отношения развивать. Перестань ждать момента идеального или там его первого шага. Если тебе с ним хорошо, делай шаги к сближению. Ты знаешь, твоя проблема в том, что ты привыкла ждать, когда вот жизнь сама тебе готовое решение принесет. Но взрослые отношения так не работают. Их нужно строить, вкладываться, там, решения принимать. Не он должен определить ваше будущее. Вы это должны сделать вместе, понимаешь? Что делать? С малого начни. Там предложи планы на выходные. Серьезные разговоры инициируй о том, куда вы двигаетесь вдвоем. Покажи, что ты готова вкладываться в эти отношения не только эмоционально, но и действиями. Мужчины, мы ж верим больше поступкам, чем словам. И перестань бояться показаться навязчивой. Если человек тебе подходит, то твоя активность его не испугает, а наоборот покажет, что ты серьезно настроена. А если испугается, ну, значит, не готов к тому, чего хочешь ты. И лучше это, знаешь, сейчас выяснить, чем тянуть вот эту неопределенность месяцами, а то и вообще годами. И самое главное, вот, действуй, исходя из того, что ты хочешь получить в итоге. Хочешь серьезных отношений — веди себя как женщина, которая их строит. Хочешь просто приятного времяпровождения — не создавай лишних ожиданий. Но определись с этим для себя честно и действуй последовательно, больше никак. И обязательно подпишись на канал, потом мне расскажешь, чем у вас все закончилось. Ну, точнее, неизвестно, закончилось, не закончилось. И оставляй обратную связь. Давайте перейдем ко второму варианту.
двоечки. Первые две карты сигнификация, что сейчас между вами, остальные парные читаем. Ну, у вас, знаешь, сейчас, вот знаешь, какая история? У вас умная женщина столкнулась с мечтателем, с фантазером. Ты вот, давай по-другому тебе объясню. Ты привыкла все анализировать, планировать, все под контролем держать. У тебя на все есть план. И ты знаешь, чего ты хочешь получить от отношений. И пустые разговоры — это не твое. Людей ты насквозь видишь, быстро вычисляешь мотивы их и не ведешь, вот, как сказать, лапшу не даешь себе повесить. А он — полная противоположность тебе. Живет мечтами, воздушные замки строит, рассказывает про грандиозные планы, которые, конечно, никогда не воплотит. Говорит о том, как откроет свое дело, бизнес, как поедете путешествовать по миру, как он книгу напишет. И при этом он работает на обычной работе и даже отпуск нормально себе организовать не может. Фантазер. И между вами сейчас такая штука. Ты его слушаешь и не знаешь, вот смеяться тебе или плакать. С одной стороны, его мечты, они раздражают уже, потому что ты понимаешь, что это все несерьезно. А с другой стороны, рядом с ним ты чувствуешь какую-то легкость, которую тебе вот в обычной жизни не хватает. И ты пытаешься его приземлить, предлагаешь там конкретные шаги для воплощения его идей. А он обижается, говорит, что ты там слишком торопишься, ты слишком его не понимаешь его душу и полную вот эту вот ерунду. И получается, что вы постоянно друг друга не слышите. Ты говоришь о реальности, а он о фантазиях о своих. И каждый считает, что второй не прав. Он твоя судьба или урок? Урок. И очень важный урок. О том, что вот не все в жизни должно быть подчинено логике и расчету. Потому что ты привыкла все контролировать настолько, что ты забыла, как просто вот мечтать и верить в чудеса. И он в твоей жизни появился, чтобы об этом напомнить. Вот знаешь, вся твоя жизнь, она построена на том, что ты людям больше даешь, чем взамен получаешь. Ты всегда была той, кто проблемы решает, кто помогает, кто поддерживает, кто плакательная жилетка. Ты привыкла быть нужной, ты привыкла быть полезной, незаменимой. И за это получаешь ты, как сказать, благодарность, уважение, но не настоящую близость. А он не просит у тебя помощи. Более того, он даже не всегда слышит твои советы. Ты не можешь его вот подчинить, да, или там направить на путь истины. И вот это тебя бесит. Но одновременно это и освобождает. Впервые в жизни ты встретил такого человека, которому ты нужна вот не как решатель проблем, а просто как женщина. А урок в том, чтобы научиться понимать, как сказать, понимать и принимать людей такими, какие они есть, не пытаясь их там переделать под себя. Понять, что ценность твоя, она не в том, насколько ты полезна, а в том, какая ты есть сама по себе. И вот он учит тебя тому, что иногда стоит просто позволить жизни, как говорится, течь своим чередом, не пытаясь все там по полочкам разложить и прочее. После этого урока ты мягче станешь. Научишься расслабляться, доверять процессу жизни. Но мужчиной по жизни он не станет. У вас, знаешь, слишком разные подходы к реальности. Что связывает на глубоком уровне? Ну, знаешь, потребность начать жизнь заново вас связывает, но с разных позиций. Вот ты устала от того, что всегда должна быть сильной, да, всегда знать ответы на все вопросы, всегда принимать решения правильные. Тебе хочется сбросить с себя вот эту роль взрослого, который за все отвечает. И хочется почувствовать себя вот девочкой, которая может позволить себе быть слабой, нелогичной, кушать мороженку. А он тоже хочет начать заново, но с другой стороны, понимаешь?
Он устал быть вечным мальчишкой, которого никто всерьез не воспринимает. Ему хочется стать мужчиной, которого уважают, на которого положиться можно. И вот рядом с тобой он чувствует, что он может повзрослеть, стать ответственным может. На глубинном уровне вы оба баланс ищете между силой и мягкостью. Ты хочешь научиться быть слабой, не теряя при этом уважения к себе, а он хочет стать сильным, не потеряв при этом способности вот этой фантазировать, мечтать и удивляться. Вас еще связывает, знаешь, желание что-то новое и значимое построить. Не просто отношения, а вот новый способ жизни. Ты видишь в нем возможность стать более живой, более спонтанной, а он в тебе видит вот возможности обрести опору и направление. Но знаешь, самое главное, вас связывает сила, которая у вас внутри. И она у каждого у вас есть. Ты сильно умом, ты сильно характером, а он силен вот духом и верой в лучшее. И вместе вы могли бы создать что-то такое мощное, но для этого нужно научиться принимать силу друг друга, а не пытаться ее изменить. Пока что вы пытаетесь изменить. Совет, ну знаешь, создавай стабильность, но не пытайся эту стабильность ему навязать. Твоя задача сейчас — это построить свою жизнь, в которой есть место для твоей практичности и как раз для его мечтательности. Не выбирай между этими качествами, а учить их вот слепливать вместе. Понимаешь? Организуй там свой быт так, чтобы у тебя было время и пространство там для спонтанности. Не планируй ты каждую минутку свою свободную, оставляй окна пустые для неожиданности. Позволь себе иногда там глупость делать, принимать там решения неразумные. В отношениях с ним, знаешь, не пытайся стать его директором по жизни. Дай ему возможность самому разбираться со своими делами, даже если делает он не так эффективно, как это ты делаешь. Твоя роль не исправлять его, а пример показывать того, как можно жить организованно и при этом оставаться живым человеком. Понимаешь? И развивай в себе те качества, которые тебе в нем нравятся. Учись мечтать, учись планировать не только вот, как сказать, практические дела, да, но и приятные моменты. Вещи красивые покупай просто потому, что они тебе нравятся, а не потому, что они там тебе нужны. И главная задача твоя сейчас — стать цельной. То есть соединить вот в себе там практичность и романтичность, там мягкость и силу. Понимаешь? Когда это сделаешь, ты поймешь, что, как тебе сказать, что тебе вообще нужен ли вот этот мужчина для долгих отношений. Или он уже выполнил свою роль в твоей жизни. Ты это поймешь. Но это решение, оно должно само прийти, когда ты станешь, как сказать, гармоничной, когда соединишь эти две разные свои стороны. Подписывайся на канал обязательно, приходи в проживание арканов, и мы перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы. Первые две карты — сигнификация, остальные — парно. Ну, что сейчас между вами — бардак. Вот я не знаю, как по-другому сказать. Он для тебя появился как будто вообще из другого мира. Сейчас ты на мели, работа нестабильная, деньги заканчиваются, квартплату не платила и еще там что-нибудь сломалось дома. У тебя сейчас режим от получки до получки, но получек нормальных нет. Каждый день думаешь, где денег взять на самое необходимое. И вот на этом фоне появляется он. Спокойно, уверенный, там знает какие-то вещи, которых ты не понимаешь.
И он не суетится и не бегает вот в поисках быстрых решений. У него есть знание о том, как жизнь устроена, и он этим знанием делится. Но не лекции читает, а вот просто живет по-своему. И между вами сейчас странная история. Ты к нему тянешься, потому что рядом с ним покой чувствуешь, а он как будто знает секрет, как не паниковать, когда вот все плохо. И при этом он проблемы твои не решает за тебя, и денег тоже не дает. Он просто есть рядом и излучает какую-то стабильность, да. У меня, говорит, есть план, и я ему следую. И ты злишься на него иногда, потому что он тебе слишком отстраненным кажется. У тебя паника, ты бегаешь, проблемы решаешь, а он спокойно сидит на жопе и говорит, что все образуется. И это тебя бесит, потому что у тебя счета не оплачены, там денег нет, а он философствует. Но в то же время именно его спокойствие, оно тебя и притягивает. Впервые за долгое время рядом с кем-то ты можешь просто выдохнуть. Он твоя судьба или просто урок? Урок. И урок болезненный. Он, знаешь, он о том, что ты слишком зациклилась на выживании и забыла жить. Ты так долго находишься в состоянии постоянного стресса и борьбы с жизнью, что ты потеряла связь со своими настоящими желаниями и мечтами. И вот он как раз пришел, чтобы показать тебе это. Сейчас ты как загнанный зверь. От проблемы к проблеме, от кризиса к кризису. У тебя времени нет остановиться и подумать, чего ты вообще от жизни хочешь. Все силы уходят на то, чтобы удержаться на плаву. А он вообще живет по-другому. У него есть время думать, у него есть время мечтать, строить планы. Но в чем проблема? Вы живете в разных реальностях. Пока ты решаешь вопрос, где взять денег на еду, он размышляет про смысл жизни. Прям вот тебе хочется иногда подойти и треснуть его. Пока ты там работу получше ищешь, он говорит, что там работа должна приносить удовольствие. И это создает между вами пропасть. А вот урок в том, что нельзя строить отношения, когда у тебя такой разный уровень базовых потребностей. Ты не можешь думать о высоком, когда не закрыты базовые нужды, а он не может спуститься на твой уровень проблем, потому что никогда в них не был. И вот этот опыт, он научит тебя тому, что сначала нужно порядок в свою жизнь принести, а потом только мужика для отношений искать. Иначе ты будешь искать не любовь, а спасение. Ты будешь искать этого волшебника на голубом вертолете. Понимаешь? Понимаешь ты все. Что связывает вас на глубинном уровне? Ну, потребность в новом старте. Но с совершенно разных точек. Ты вот хочешь чистого листа во всем. В работе, в деньгах, в отношении. Тебе нужно начать жизнь заново. Потому что то, что вот сейчас есть, тебя это категорически не устраивает. Ты готова на кардинальные перемены, лишь бы вырваться из вот этого замкнутого круга проблем. А он тоже хочет что-то новое, но у него желание не от мозгов идет и не от отчаяния, как у тебя. Ему интересно попробовать себя в роли там наставника, человека, который может помочь изменить жизнь. Ты для него как проект. Он в тебе потенциал видит, который можно раскрыть. Понимаешь? Ну а на глубинном уровне вас объединяет то, что вы оба чувствуете, что сейчас самое время для перемен. У тебя потому что хуже уже некуда, а у него потому что жизнь стала слишком предсказуемой. И вот вы встретились в тот момент, когда каждый из вас готов к новому этапу. Еще вас взаимное дополнение связывает. Ты даешь ему возможность почувствовать себя нужным, значимым, да? Рядом с тобой не просто человек с теориями, а тот, кто реально может помочь. А он тебе дает надежду на то, что жизнь может быть другой. Показывает, что люди существуют, которые живут не в режиме вот этого выживания постоянного. Но самое главное, вас связывает вот это взаимное любопытство.
Ты хочешь понять, как он умудряется быть таким спокойным, а он хочет понять, откуда у тебя столько энергии на борьбу. Каждый в другом видит то, чего ему самому не хватает, понимаешь? Совет тут простой по картам. Эти отношения используй как трамплин для изменения своей жизни, но не делай его центром этих изменений. Он показал тебе, что можно жить по-другому. Теперь твоя задача построить такую жизнь самостоятельно. Не жди, что он тебя спасет или проблемы твои решит. Нет. Бери от него знания и опыт, но действуй сама. Там с простых вещей начни, наведи порядок в деньгах, найди работу стабильную, реши проблему вот эту, про квартиру. Пока ты в постоянном стрессе от нехватки денег, ты не можешь нормально оценить ни его, ни свои чувства к нему. Сначала встань на ноги, а потом только про отношения думай. И при этом не переставай общаться с ним. Он, знаешь, он хороший учитель жизни, даже если не подходит тебе как партнер. Учись у него спокойствию, учись у него умению не бегать, бегать с криками, не паниковать. Учись способности видеть все ситуации шире, и это тебе в любых обстоятельствах пригодится. И развивай новые качества в себе, которые тебе в нем нравятся, понимаешь? Учись планировать не только на завтра, но и на месяцы вперед. Начни интересоваться чем-то, кроме выживания. Пока ты в панике, у тебя будет это вечное выживание. Читай, изучай что-то новое, расширяй кругозор. Твоя задача не его удержать, а женщиной такой стать, которая может выбирать, а не хвататься за первого, кто проявил к ней интерес, потому что он более-менее спокойный. Или как за соломинку, за спасательный круг. Никто твоих проблем не решит, ни один мужик. Когда ты решишь свои базовые проблемы и станешь в себе уверенней, тогда ты поймешь, нужны ли тебе именно вот эти отношения, или ты уже готова к чему-то большему. Но это решение, оно должно приниматься с позиции силы, а не слабости. Сейчас у тебя позиция выживания, слабость и паника. Паникой делу не поможешь.